Слава Украине, привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня у нас, какое же число уже? 3 мая, 2025 год. Да, друзья мои, рашистам навернули хорошо. Значит, смотрите, слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что мы не можем гарантировать путинской шушере какую-либо безопасность во время парада победобесия 9 мая, вызвали приступ злости и злобы, и вообще такой, знаете, неконтролируемый выброс адреналина у шайки Путина. Всем хорошо известный Димон Алкогном, он же Димон Медведев, разразился постом, что если там к нам что-то прилетит, то Киев 10 мая перестанет существовать и так далее. То есть, ну, ребята, знаете, когда тебе, скажем так, ручонки коротки, ну, в случае с Димоном действительно коротки, там и ножонки коротки, и попка, и все остальное там оно у него такое, знаете, недорослое. Когда ты недорослик, и тебе только и остается, что плеваться желчью. Я думаю, я себе представляю, как, с каким ожесточением Димон плевался в монитор своего компьютера или что там у него, да, когда писал вот этот пост, может, даже разбил свой компьютер. Димон, ты успокойся, прими корвалольчика, да, пойди пописи, ляг спать, вот, потом проснешься, у тебя будет гораздо другое настроение, будет повод разделаться с Финляндией, понимаешь, поэтому такое, перестань, да. Вот, ну, а наши действительно не гарантируют и не могут гарантировать никакой безопасности на Москве, просто потому что у нас нет там никакой возможности эту безопасность гарантировать. И посмотрите, ФСБ уже утверждает, что они, значит, сами нанесут удар по своим городам с тем, чтобы обвинить Украину. Поэтому я не понимаю, значит, иностранных лидеров, которые приезжают на Москву, учитывая вот эти вот все разглагольствования ФСБшников о том, что они могут сами по ним шмякнуть. Ну, по-моему, Орбан, Фицо, Моди, Вучич приняли правильное решение остаться дома от греха подальше. Абсолютно правильно, да. Ну и, конечно же, сегодня невозможно обойти вниманием вот этот момент с самолетом, который был сбит. Су-30, первое сбитие, такое фатальное сбитие российского истребителя-бомбардировщика с Бека, с маленького катера, на котором была установлена советская старая ракета Р-73, да, это, ну, год производства, да, ну, можете себе представить, или год разработки, скажем так. Да, старенькая ракета, но которая, тем не менее, оказалась очень действенной. Видите, поймали на живца, что называется, на этого Бека. Они послали свой самолет, а Бек подождал, чтобы тот появился в зоне поражения и шлепнул его. Вот и все дела. Первое в мире уничтожение с Бека, безэкипажного катера, да, морской дрон. С морского дрона первое в мире уничтожение боевого самолета. До этого мы, правда, шлепнули парочку вертолетов, помните, в Крыму. И рашисты утверждают, что было еще одно сбитие самолета где-то в районе Керчи, я так понял, потому что вот этот Бэк отработал по рашистскому самолету в Новороссийске. Чуть не сказал в Новосибирске. Тоже было бы занятно. Да, говорят, было что-то в районе Керчи, и пишут об этом, но верить рашистам дело ж десятое, понимаете. Поэтому просто примем это ко вниманию, что они говорят, что они за сегодняшний день потеряли не один, а два самолета. Ну, дай бог, дай бог. Дай бог стрелять и вовка съест, правильно? Вот, ну и непосредственно к потерям. Да, эти самолетные потери, они уже отразятся в завтрашней сводке. Значит так, 1170 этих путинских вот этих вот шмындриков, которые пришли в Украину с оружием убивать нас, женщин и детей, значит, отправились курсом русского военного корабля и вот этого именно самолета. Прямо туда, да. При общем количестве вот этих путинососов, которых отминусовали, теперь уже 955 470. Уверенно идем к миллиону. Путинцы! Бодро держим шаг, уверенно маршируем в указанном Путиным направлении в один конец. Да, 4 танка. За прошедшие сутки всего 10 745. По бронемашинам данных нет. Ну, хотя бы танков наминусовали нормально, так нашпиговали их там как следует. Вот. Зато артсистемы хорошо отработали, значит, 48 штук. Налупили их, пушек лупят, шохлопушек, да. Всего 27 234. Но это пушки и минометы, давайте будем честными, там не только пушки.
Дальше. Одно средство ПВО, пока не могу вам сказать какое, но наши их контрапупят просто постоянно. Особенно там в Крыму выбиваются, они новое завозят, новое завозят. Завезли новое, поставили, через неделю шлеп нету, опять привезли. Да, но брать-то уже неоткуда, берут то оттуда, то отсюда. Вы посмотрите, когда идут наши атаки, наших замечательных дронов на тот же Новороссийск. Чем их пытаются сбить? Правильно, из стрелкового оружия. Ракет нету. Ракет нету, ПВО нету. Это говорит о том, что где-то это ПВО девается. Ну как где? В районе фронта, конечно, на фронте девается, и рядом с фронтом. Ну и, конечно же, в Крыму, который отрабатывается постоянно, еженочно. Рашистам дают понять, что Крым – це Україна, треба повернути Крым додому доненьки. А что же они себе думали? Да, значит, за вчерашний день опять налет на нас, ну тут понятно, 126 дронов было сбито в общей сложности, всего 34 665 и одну крылатую ракету тут даже уконтрапупили. Всего 3197, да. Ну и переходим к потерям по автомототехнике. Автотехника, значит, 121 штука нашлепали у них. Ходите и дальше в атаку, как говорится, на грузовиках и на гольфкарах. Кстати, по поводу гольфкаров, это смешная анекдотичная ситуация. В Хабаровске на параде Победобесия будет вот заезд на вот этих гольфкарах. Если посчитать, сколько чмобиков уконтрапуплено в этих гольфкарах, это просто невозможно даже пересчитать. Но для них это повод гордиться. Только хороший вопрос, чем их утилизируют, они гордятся. Ну окей, хорошо, нет вопросов. Путин просто вам меняет немножко население, вы же не понимаете. Да, итак, всего 47 003 грузовика, единицы автотехники, 47 тысяч превысила. Отлично, хорошая дата. Ой, хорошее количество, да. И одна единица спецтехники, что дает нам 3870 с начала российско-фашистского вторжения. Интересно, что за техника, пока не готов вам сказать. Таким образом, мы видим, что продолжается трепыхание путинской армии, попытки продавить оборону здесь и там. Черта у них на самом деле не получается. Единственное, что они могут гасить вовремя, это, как говорится, свои собственные вооруженные силы, своих чмобиков, своих вот этих вот контрактников, как они там называются, шмантрактики, контрактники, дурбрантники, всякая вот эта вот лабуда, которая лезет с оружием к нам в Украину и находит здесь очень, как говорится, свой, ну, не буду говорить какой, но конец.